И тут такой Роллс. Красавчик. Как тебе такое, Илон Маск? Здесь все дорогие бренды собрались в одном месте. Rolex, Cybertruck, Tesla. Эй, Трамп выйдет или нет сегодня? Погулять, выходи! Еще не может, уроки не доучил. Всех приветствую у нас на канале. У нас сегодня такой интересный случай, что я даже решил взять камеру подснять. Есть у нас вот такая 85-ка 15 года, заднемоторная, и она у нас никуда не едет. И буковки горят красным, то есть какие-то проблемы с инвертором. Обычно такое происходит, когда попадает кулант внутрь, антифриз мотора, попадает на коннектор, на всю остальную историю, и буквы горят красным надо в таком случае. Но здесь по сопротивлению изоляции проблем нет, то есть сопротивление изоляции статора в порядке. А вот буквы горят красным, и мы уже немного продиагностировали, и такие вот интересные ошибки здесь есть. Pedal Monitor Self-Test не проходит. И самое интересное, вот здесь ошибка по фазам. Drive Inverter F001. High Voltage Phase A Gate Drive. То есть он как будто бы ругается на какую-то фазу. Поэтому мы сейчас, наверное, снимем на этой машине кавер нижний под мотором и посмотрим, что там видно. Может быть, с коннекторами какая-то проблема, может быть, что-то еще мы там найдем. Ну, покопаемся для начала там. Но, конечно, есть подозрение, что все-таки какие-то проблемы с инвертором. Поэтому будем разбираться, и интересно, что все-таки из этого всего получится. Здесь видим, по-моему, не дощелкнут энкодер здесь. Тут кто-то лазил уже. На мотор вроде бы не похоже, что разбирался. Сейчас я откручу энкодер, посмотрим на всякий случай, нет ли там антифриза на энкодере. Но похоже, что по сопротивлению изоляции, что с сопротивлением все окей. Но на всякий случай проверим. Ну, энкодер выглядит сухим. Можно сказать, что с ним все в порядке. Поэтому, наверное, антифриза внутри все-таки нет. То есть либо проблемы с инвертором, либо пока мы еще не знаем с чем. Коннектор выглядит хорошо, никаких проблем здесь не видно по нему. Здесь был не подключен, вернее, плохо был подключен коннектор энкодера. Хотя я не думаю, что в этом проблема. Но сейчас я попробую его поставить на место, и мы еще раз запустим машину. Но оно ругалось на какую-то из фаз в инверторе. Не сильно похоже на энкодер, но тем не менее попробуем. Так, контакторы у нас включились. Что мы тут увидим? Включим. Ну, в общем-то, у нас тут ситуация не поменялась. Да. Все-таки какая-то проблема с инвертором, скорее всего. Поэтому я не знаю. Наверное, будем снимать, скорее всего, мотор или лезть к инвертору. Может, будем другой инвертор подкидывать. Пока версия только одна. Какие-то проблемы с инвертором. Будем разбираться дальше. Позже включимся. В общем, мы немного посовещались и решили, что будем снимать мотор и смотреть, что там с инвертором. Возможно, подкинем другой инвертор. Ну или, может быть, когда снимем мотор и снимем колокол, возможно, мы обнаружим там что-то интересное. Короче, будем снимать мотор.
У нас все тот же метод съема заднего мотора, так как у нас все тот же подъемник. К сожалению, пока приходится снимать мотор таким вот образом. Но я надеюсь, когда-нибудь в будущем у нас уже будет подъемник такой, который нам нужен. Но в принципе этот метод тоже не самый плохой. Не похоже, что мотор кто-то разбирал, хотя тут все такое, конечно, в коррозии, не сильно красивое. Но, как говорится, будем посмотреть. Сейчас вытащим мотор, в первую очередь снимем колокол инвертора и посмотрим, как там, в каком состоянии, как выглядит инвертор. Потом, возможно, подкинем другой инвертор, если нам что-то не понравится, и попробуем с другим инвертором. Поэтому вытаскиваем мотор отсюда и смотрим, что там с инвертором. Yeah. Наш мотор уже висит на гусе. Сейчас мы сольем масло с редуктора, чтобы оно нам не текло куда не надо. И поставим его, наверное, на бок или на кондуктор повесим. Наверное, на бок там будет. Наверное, поставим его на бок, так нам будет проще. И снимем колокол инвертора и увидим, что там случилось. Ну или не увидим. Тут все, конечно, окислено жестко. Жесткие окислы по всей плате.
Вот здесь окислено все жестко. Ну да, неудивительно, что здесь проблемы. Все выглядит здесь, прямо сказать, не очень. Как-то этот гель вздулся в этом месте. Может, что-то грело здесь, да, действительно. А может, загорело. И вот здесь, кстати, тоже. И друг на друга, кстати, он закорочен. Хотя мы уже когда снимали колокол, не? Да, выглядит все, конечно, здесь грустненько. Ну, в принципе, и понятно, да, почему как бы не сильно хотел этот мотор куда-то ехать. Потому что вот в таком вот состоянии, наверное, ему ехать тяжело. Окей, мы будем пробовать подкидывать сюда другой инвертор. И посмотрим, что из этого получится. Но, к сожалению, мне кажется, этот инвертор, наверное, уже приехал. Можно, конечно, пробовать его чистить, что-то с ним пытаться делать. Но я не уверен, что мы будем таким путем идти. Скорее всего, просто будем его менять. Скоро продолжим, и я покажу, чем это все закончилось у нас. Статор выглядит как сухой, сопротивление достаточно высокое, сейчас уже 600 мегаом, продолжает расти. Со статором, в принципе, проблем нет, все сопротивления в порядке. Значит, кулон внутрь не попадал, значит, все-таки что-то внешне попало под колокол инвертора, и, может быть, влага какая-то попала, может, кто-то заехал в лужу глубокую, я не знаю, и там все покорродировало. Потому что с сопротивлением изоляции у статора все в порядке. Ну, как я и сказал, попробуем другой инвертор подкинуть. И я думаю, этот мотор должен поехать. У нас сегодня уже поздно, поэтому мы будем собираться домой. А завтра уже продолжим наш ремонт. Сегодня мы вещаем из Нью-Йорка. Только приземлились в Нью-Йорке. Хотел вам показать пару вещей. В Нью-Йорк приехали смотреть на елку праздничную. Ну и заодно в аэропорту сейчас буду выезжать как раз. И покажу вам, как в Нью-Йорке ездят на Теслах. Я не знаю, если брошенная или нет. Вот кто-то ехал на Тесле. На 22-х колесах. Пробил, наверное, колесо. И решил поменять колесо на такое. Ну, типа, это нормальная тема, наверное, по-здешнему. 3,22. Вот это вот состояние машин здесь. И это нормально. Каждый здесь бьется бамперами. Все разбито, поцарапано, фары поцарапано. Здесь вообще хана. Все развалено. Бампер весь покоцанный. Колесо другое. И никто не жалуется. Нью-Йорк. Вот такая вот история. А еще вам хотел рассказать, есть история. Недавно ехал на машине и женщину немножко подрезал. И женщина догнала, мне показывала всякие жесты и знаки такие зловещие, там средний палец. Кричала как сумасшедшая. Я когда увидел номера, у нее на номерах написано было blessed. Это значит, что она благословенная. И она в церковь ходит. Ну типа как вот на этих номерах. Это тоже blessed, наверное. Ну и когда она сравнялась со мной, я просто перекрестился. Ее как рукой сняло. Сразу остановилась. Вот так. Продолжим, уже елку покажу вам. Красиво. Отличается Нью-Йорк от Чикаго. Нету трафика. Здесь все сигналят постоянно, что-то пикают. Давайте, а ну. Все, видите, замолчали. Аэропорт JFK. Так, расстраивается, что-то строят вечно. Оттуда команды все идут. Вот там командируют, кому взлетать, кому садиться. Такой AirTrain ходит без водителей между терминалами. Ну и все.
А вообще на улице так достаточно тепло. В свитерке в Чикаго уже так не походить, потому что в Чикаго уже зима полным ходом, там уже минуса, минус 10 у нас. Это то, что я самое больше не люблю, что там очень холодно. Вот так. Аэропорт JFK. Здесь много, по-моему, 8 терминалов или 9. Очень большой. Каждый терминал огромный. 1000 самолетов, наверное, в день улетает. Прикольно. Все жужжит. В Нью-Йорке просто сумасшедший движ. Каждый куда-то едет, все движется. Прикольно. Америка играет в мегамиллионы Powerball. Очень знаменитые лотереи вот такие. Вся Америка играет, и у нас джекпоты иногда достигают очень больших денег. А мы едем в большом трафике, в большой Манхэттен. Получается, мы едем под водой. В туннеле. Прикольно. Трафик, все куда-то едут, непонятно куда. Смотрите, как едут. Это просто жопа, просто двигаются все в разном направлении. Этот туда, этот сюда, этот не пускает, бьются здесь. О, берег, давай, дави! И все это из-за того, что здесь есть елка. Мы на нее пойдем сейчас. В данный момент мы возле другой елки где-то под таким вот домом. Но мы сейчас пойдем посмотрим на знаменитую нью-йоркскую елочку, которая находится здесь, в Нью-Йорке, на которую приехали все эти люди посмотреть. И устроили здесь просто коллапс. Здесь такие трафики, я не знаю, я здесь 1:30, наверное, ездил, искал парковку. Но наконец-то я ее нашел. О, давай, сигналь. Вот это вот нормальная ситуация сейчас. Пи-би. Вот так бывает. Сайбертрак. И тут такой Роукс. Красавчик. Как тебе такое, Илон Маск? Здесь все дорогие бренды собрались в одном месте. Rolex, Cybertruck, Tesla, Rolls, Mercedes. Красавчик. Нью-Йорк. Сделали такую пешеходную улицу. Все приукрасили. Мы еще пройдемся в обратную сторону на елку, когда будем идти. Увидим. Людей очень много. Такое здание здесь живописное. Давно я не видел такой магазин. Microsoft. Интересно, чем они сейчас торгуют. Уже все давно, я не знаю, я честно скажу, компьютер на Windows уже давно не видел. Ну, иногда мы пользуемся в целях там программирования какого-нибудь. Или просто потому, что есть какие-то программы, что работают только на Windows. А так, ну, у меня в данный момент нету компьютера на Windows. Кстати, нужно себе сделать. Прикольно. Эй, Трамп выйдет или нет сегодня? Погулять, выходи! Еще не может, уроки не доучил. Позже выходи тогда, давай. Вот такой вот тут Дед Мороз, можно сфотографироваться. Как весело для детей. Прикольно. Толкучка, конечно, неимоверная, чтобы попасть. На айскейтинг вообще билеты надо покупать, наверное, заранее. А здесь просто все толкутся, куча людей. Ну вот так. Но мы, тем не менее, пробились, смогли сфотографироваться. И будем уже ехать.
какая ситуация? Мы поставили другой инвертор на этот мотор. Сейчас немного удлинив проводку, подкинули просто на проводах. Запустим это все дело и посмотрим, как машина будет на это реагировать. Будем надеяться, что все будет в порядке, инвертор заработает. Если все будет так, тогда уже снимем колокол, все там закрепим, нормально финально закрутим и будем ставить мотор. А сейчас пока попробуем просто включить. Контакторы клацнули, это уже хорошо. Посмотрим, что будет дальше. Сейчас подождем, пока загрузятся компы. Поглядим, что у нас здесь. По паркинг-брейк проблем, потому что у нас один паркинг-брейк не подключен. Сейчас нужно выйти для начала с тоу мода, иначе рейлон не включится. Так. Не хочет выходить. Возможно, придется подключить и второй паркинг-брейк. Рейлон у нас включился. Traction card. О, unable to start vehicle. Service is required. Может быть, этот редеплой ему нужен. Так, что у нас здесь? По софту. Drive Assistant. Но у меня нету по Software Mismatch ничего. Pedal Monitor и ESP MIA. Ну ладно, ESP он не видит. И есть еще какой-то Regeneration Limited. Интересно, интересно. Вот она ошибочка по Gateway, говорит, что Pedal Monitor весь он Mismatch. Короче, нужно сделать редеплой для начала. Будем делать редеплой. Запустить апдейт. Окей. Так, ну я запустил редеплой. Ждем, пока закончится редеплой. Посмотрим, что из этого получится. Потому что у нас другой инвертор. Естественно, в нем другой софтвер. Естественно, из-за этого софтвер Mismatch. Поэтому пока будет делаться редеплой, займется другими делами, а потом вернемся заново к нашему мотору. Редеплой у нас закончился. Поглядим, что у нас получилось. Так, это мы все убираем. Что по ошибочкам, только по THC, по термоконтролю. Окей, включаю Rail. Ну, вроде бы сейчас ничего такого нет. Попробую включить драйв. У нас есть некоторые ограничения, но в остальном у нас-то все подкинуто просто на проводке, не стоит на месте. Поэтому мне вот это интересно, что Regeneration Limited. Наверное, из-за того, что у нас мотор проворачивается, а датчики положения колес, естественно, не видят вращения. Наверное, из-за этого, да, Stability Control Disable. Ну, в принципе, это ничего страшного. Что у нас тут еще такого есть? По радару вопросы, по Drive Assistant. По-моему, Pedal Monitor DAS MIA, это постоянная ошибка на этих годах машин висит. Вот это интересно по электроусилителю руля. Ну, возможно, это тоже следствие того, что не подключены у нас, вернее, подключены у нас датчики оборотов колеса, но выходит, что они не видят оборотов, потому что двигатель крутится, а полуося не крутится. Но интересно, интересно. А попробуй больше газнуть. Ну что ж, в принципе, мотор крутится, ошибок по мотору нет, поэтому можно сказать, что все получилось. Сейчас мы все это временное соединение, тут оно все на удлинителях висит на проводке. Сейчас мы мотор опять поставим в положение вертикальное, поставим все на место провода, прикрутим на место все болтики и соберем машину, подкинем подрамник на машину и попробуем прокатиться. Но все похоже на то, что другой драйв-инвертор работает хорошо, и после редеплоя софтвер уже совпадает, он нужный. Поэтому каких-то видимых проблем сейчас нет. Поэтому все идет успешно. Продолжаем процесс.
Теперь ставим на место трубки, ставим на место кавера, перекручиваем все обратно и едем на тест-драйв. И наливаем, пока помпа качает, будем лить. Сюда уже зашло 20 литров, пошел 21. Обязательно запомните, нужно лить воду цветом смурфика, потому что смурфики не проводят электричество. А если зальете розовую, то тогда машина будет только для женщины. Слышь, Коля, я себе звук И вы к оставлю. нам назад вернетесь. Слушай, я себе звук оставлю. Нормально? В общем, подкинули мы на место кавера, залили антифриз, прокачали все. Я выехал, проехался на тест-драйве, не стал уже ничего снимать, потому что просто темно на улице. Но если в общем подытожить, то в принципе ремонт прошел успешно. После замены инвертора машина поехала, пришлось сделать редеплой, потому что инвертор был с более старым программным обеспечением. Поэтому как бы вот такая вот интересная история, такой вот интересный кейс. Как правило, у нас моторы большие бывают залиты антифризом, это их самая распространенная проблема. Но здесь почему-то вышел из строя именно инвертор. Именно одна из его фаз, именно фаза A, почему-то била по ней ошибку, и из-за этого инвертор никуда не ехал. Вот так вот. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. День 2, Бруклин, Нью-Йорк. Едем, пробираемся. Вечные трафики и пасмурные дни. Вообще сегодня тепло у нас. 55 градусов. Прикольно. Теплее, чем в Чикаго. Не знаю, там в Чикаго тоже потеплело, говорят, но не знаю, сколько там градусов. Едем в Делавэр. Посмотрим, что там будет по дороге. Буду вам показывать. Мы приехали в Манхейм, Нью-Джерси. Сейчас надо зайти и сделать 2 тайтла поменять. Называется Flip the Title. Это когда тайтл, типа в нью-джерсийском тайтле там нету реассаймента, и некуда вписывать следующего покупателя. В Чикаго хотят, чтобы в тайтл вписывали именно следующего покупателя. Приходится, получается, флипать тайтл на свою компанию, чтобы дальше можно было кого-то вписать и перепродать машину. Сейчас вот зайдем. Есть здесь магическая тетя, которая вроде бы как должна нам помочь. Я ездил в Манхайм, Чикаго, и они отказались это сделать, так же самое, как и Одесса, Чикаго тоже это не делают. Вот так. Посмотрим. Такой у нас дождливый день. Здесь такие приятные бабушки. Взяли без вопросов. Все говорят, недельку дайте, все переделаем, все перефлипаем. Никаких вообще вопросов. Очень приятно вообще работать так. Когда тебе отказывают в 2 местах, в 3. Ты приходишь в 4, и тебе говорят, да, все возможно, все сделаем. В принципе, для них это не делает никакой погоды. Они делают просто свою работу. И все. Теперь у нас будут новые тайтлы. Спасибо большое. Манхейм, Нью-Джерси. Лучшие работники здесь пока что. Надо будет, когда буду забирать, принесу им какие-то конфетки. Да, по расписанию, если мы попадаем в Делавэр, то мы идем куда? В Apple Store. В Apple Store хорошие цены. Здесь не платим налоги. Пойдем купим айфончик. Какой там, 16-й. Вышел давно. А покупаем его только лишь сейчас. Какой-нибудь iPhone Pro Max 16. Насколько там терабайтов, сейчас как раз посмотрим и узнаем, насколько они есть. Потому что я уже и не в курсе. Будем сейчас выбирать подарочек. Наша покупочка, айфончик. Дали нам подарочек, сумочку. Еще мне нравится вот такой MacBook, у меня уже старый. Хочу MacBook Pro какой-нибудь себе запацать. Вот и все. Телефончик оформили, забрали. Apple Store спасибо. Как всегда, не дают нам снимать там. Но ничего, мы чуть-чуть подсняли. Покупку оформили, идем дальше. Дальше двигаемся в Нью-Йорк. Заметил тут еще вот такой магазинчик. Rolex. Часики прикольные всякие. Что почем? Что почем? Берем какие-то, не? Кто хочет часы, вам сюда. Ну вот и все, Нью-Йорк закончился. Еле успели на самолет сегодня. Не было TSA линии, там где проходишь, очень быстро чек-ин делаешь. И стояли в общей очереди, еле-еле успели. Вообще уже пришли, гейт был закрыт, но нас пустили. И мы летим.
Вот так. Увидимся в Чикаго.